Привет, друзья! Вы на канале Батин Суп, и сегодня у нас, вы уже умеете читать, наверное, уже прочитали название, хинкали. Мне кажется, у меня где-то вот между правым и левым предсердием есть еще отдельный такой вот маленький уголочек сердца для любви к этому блюду. Не так давно летали в Грузию, ненадолго, буквально там на недельку, даже может чуть-чуть меньше. И вы знаете, я уже как-то в одном из своих видео рассказывал про свои загоны, типа каждый день есть вот там любимый хинкали я не обошел своим вниманием. Каждый день в разных заведениях, божечки, как же это было великолепно. И что я заметил, да, есть общий концепт, но все чуть-чуть по-разному их готовят. Это, в принципе, относится ко многим национальным блюдам. То есть, если блюдо не какое-нибудь индивидуальное, авторское, то вариаций его исполнения может быть великое множество. И хинкали тоже не исключение. Опять же, есть несколько нюансов. И касаются они в основном, как мне кажется, приготовления теста для хинкали. Вот чтобы оно было такое вот прям упругое, чтобы его можно было тоненько раскатать, чтобы оно было вкусненькое. Знаете, если бы меня заставили когда-нибудь выбирать какую-нибудь одну кухню, кроме там своей родной, вот, чувак, все, вот с завтрашнего дня, а прям даже лучше прямо сейчас, ты перестаешь есть вообще какую-то другую кухню, оставляя какую-нибудь одну национальную. Я бы очень долго разрывался между, двумя-тремя кухнями мира, и вот одна из них грузинская. 2-3. Остальные я оставлю в секрете, интригу сохраню. Приступим. А начать однозначно надо с теста. Почему? Потому что ему нужно постоять. Ему нужно сформировать клейковину, но к этому мы еще придем. Что нам понадобится? Мука и вода. Прикиньте, да, всего 2 ингредиента, и один маленький секретный. И такой важный момент, если вы хотите поесть хинкали сегодня, то озадачьтесь этим вчера. Хотя бы за 2-3 часа до того, как вы позовете гостей, или там, может, вы мышь и собираетесь есть хинкали один, не знаю. Но в любом случае, отведите какое-то время, то есть вам нужно понимать, что тесто, которое вы заведете, должно постоять, минимум 2-3 часа. То есть все остальное, если вот эта вот вся ерунда, что вот замесил, сразу подал, это не то, это не совсем правильно. Поехали? Итак, нам понадобится, мука. Обычная простая мука, лучше взять, конечно, высшего качества. Ничего с ней особо делать не надо, просеивать это не для подобных изделий просеивания. Единственный момент, я достал ее сейчас из холодильника. То есть я ее даже холодненькую сделал. Зачем? Объясню чуть позже. И также, собственно, чем мы будем замешивать тесто, это вода. Она у меня чуть-чуть постояла в морозилке и даже вот покрылась корочкой льда. Зачем я это сделал, сейчас я тоже объясню. И как обещал, маленький секретный ингредиент – это уксус. Кто-то добавляет винный, бальзамический. На самом деле практически без разницы, какой у меня яблочный. Буквально чуть-чуть, чайную ложку. Я растворю в водичке. Заодно покрошу маленько этот лед, что прям лед-то мне не нужен. Так, отправляю в муку чайную ложку соли. И теперь частями я ввожу эту водичку в муку. Начинаю замешивать. Кажется, что воды вообще совсем-совсем недостаточно. Прям вот так, да, чуть ли не со льдом. Что по соотношениям? У меня здесь полкилограмма муки и 220 миллилитров ледяной воды. Можно взять чуть-чуть побольше, то есть кто-то рекомендует брать 1 к 2 на полкилограмма, или на килограмм, пол-литра воды. Но, как по мне, это многовато. Да, мешать будет тяжелее, да, это все будет очень жестко, но, поверьте, будет лучше. Сейчас вот смотрите, это вот, похоже на тесто, прям совсем нет, да, кажется, хочется добавить еще немножко жидкости, не надо. Запаситесь терпением, силами. Если вы запланировали какую-то тренировку на день, запланировали тренировку на день хинкали, вы что, сумасшедшие, что ли? Нет, то лучше отложите, потому что это прям реально будет тяжело. Традиционно хинкали делают мужчины, что понятно. Хотя я видел много примеров, как хрупкие бабушки ловко и сильно замешивают крутое тесто. Молодцы. Но все-таки лучше, если вы не уверены в своих силах, найдите того, кто будет вам улыбнять. Жора 8 километров от вас хочет понять ваше тесто для хинкали. Сейчас, наверное, важно пояснить, почему я использовал ледяную воду, почему я даже муку немножко охладил. Что мы сейчас делаем? Что такое клейковина? То есть мы сейчас формируем клейковину теста. Клейковина – главный такой структурный каркас нашего изделия. За счет нее тесто будет упругим, будет хорошо тянуться.
можно будет тонко раскатать. Клейковина — это вот эта пленка из белков, точнее даже не то, что из белков, вот из производных белков. Они белки и так есть в муке. Надо, чтобы белки немного денатурировали, то есть немножко упростилась их структура, и дальше опять сформировались уже новую пленку, которая будет держать форму. Знаете, как вот можно привести аналогию с жвачкой. Она сухая, вы ее жуете, там есть слюна, немножко механически помяли, она стала вязкой, стала как резинка. То же самое примерно мы делаем сейчас с тестом. То есть мы дали воду, мы дали кислоту и мы дали физическое усилие. То есть мы сейчас делаем механическую денатурацию, потом, когда я уберу тесто отдыхать, будут идти химические процессы, будут работать ферменты, будет кислота немножко помогать, и клейковина будет формироваться. Вот за этим, не за какой-то там магией, не за вкусом или еще за чем-то я добавил немножко уксуса, чтобы белки легче денатурировали, чтобы ферментам там потом проще было работать. А почему ледяная вода? Так вот, формирование клейковины оптимально идет на температурах около 20 градусов. Вот эти вот клешни, они где-то примерно 36,6 градусов, то есть они теплые. Исходное сырье я взял гораздо холоднее, то есть оно сейчас нагреется все равно неизбежно, то есть оно все равно будет теплее, оно будет, практически дойдет до температуры моих рук, но это не произойдет сразу, у меня будет время помять его, будет время сделать тесто. Вот за этим, не за какой-то волшебной магией, а именно за тем, чтобы сырье продолжало как можно дольше оставаться холодным в процессе замеса. Вот за этим мы используем ледяную воду, за этим я немного охладил муку, ну и вот танцую с бубном. Вообще в идеале это делается в тестомесе, если он у вас есть, я вам искренне завидую, прям белой завистью. Почему домашние хинкали от ресторанов сильно отличаются? Честно скажу, у вас никогда руками не получится замесить идеальное тесто. И такой, все, на этом видео закрыто. Да? Но максимально приблизиться к этому идеалу можно. И вот я только что рассказал о главных секретах. Вот я примерно минут 20 помял, тесто еще все прохладненькое, то есть не нагрелось сильно. Самое время убрать его в холодильник. Ну, на несколько часов, в идеале даже на сутки. Ну, разумеется, вас я мучить не стану, ну и ребят, которые здесь собрались и смотрят на все это. Я вчера все эти операции уже проделал, мой вчерашний колобок. Плотненький, жесткий, как камень. И вот такой на срезе. Как сыр. Вот такой. Пора переходить к фаршу. Что нам понадобится для фарша? Ну, мясо, разумеется, мясо. Я замешал полкилограмма муки и 200 миллилитров воды, то есть это плюс-минус 700 грамм. Да, там все чуть-чуть воды испарилось, чуть-чуть, может, муки распылилось, но 700 грамм теста. У меня здесь полкилограмма, там 520 грамм такой жирненькой говядины. Можно брать свинину, баранину, мешайте, как вам нравится. Вообще лучше миксовать. Если нет, вот если есть нормальное какое-то одно мясо, берите его. Важно, чтобы оно не было слишком постным, то есть все равно жирок должен быть. Если нет, если вдруг так получилось. Есть маленький лайфхак, то есть если у вас постная говядина, баранина, сливочное масло. Просто вот уже готовый холодный фарш, замороженное сливочное масло на терочке прогоните, вот чуть-чуть сделайте пожирнее. Итак, вот здесь у меня 500-520 грамм мяса. На это количество пара таких средненьких луковиц, это где-то 150-200 грамм. Хороший пучок зелени, у меня кинза. Я не люблю мешать с петрушкой, мне кажется, вот она должна тут, все, она должна формировать вкус. Ну и у меня здесь 5 маленьких зубчиков чеснока, ну они только довольно мелкие, можете взять 3 крупных нормально зубца, можно больше, смотрите сами. Да, если у вас нет мясорубки, берите готовый фарш, ничего прям сильно страшного. Есть вообще по идее канон, по которому мясо надо нарезать мелкими кусочками, знаете, ножом, как на тартар, или там разминать топориком. Я этого делать не буду, ну не вижу такой прям большой нужды в этом для изделий вроде хинкали. То есть где-то, как манты, например, там надо лучше реально порезать, чтобы это был как маленький маринованный тартар. Тартарчик внутри. В хинкали нет. Пускай это будет простой фарш на крупной решетке, но фарш. Да-да, моя бабушка делает по-другому. Да-да, мой дед грузин делал все по-другому. Молодец ваш дедушка. Ну, поверьте, так тоже будет вкусно. Погнали. Пошумим. Будет громко. Лук и чеснок также отправляю в мясорубку.
Продолжим. Что еще понадобится? Зелень. Я предпочитаю кинзу. Можно кинза, петрушка, ну любая зелень, какую вы любите. По мне так лучше, пусть она доминирует. Она классная. Вообще дуэт чеснок и кинза, на мой взгляд, один из лучших вкусовых дуэтов в мире. Я даже пряности практически никакие не буду использовать, только острого перчика еще добавлю. Просто хочу поострее, чтобы было. Кто-то добавляет тмин, кто-то добавляет зиру, кумин, перец. Но перцем я посыплю их потом при подаче. Красного перчика добавлю внутрь, остренького. Тоже так умеренно, потому что не один буду есть. Заодно кинзу маленько вот так разомнем, она будет еще ароматней. И отправляем ее в фарш. Сейчас время посолить. Как уже говорил, красный острый перчик. Самое время замешать. Запах уже невероятный. Фарш стоит тоже хорошенько вымешивать. Причина, практически такая же. Тоже формируем определенные белковые нити. Правда, она больше важна для изделий типа котлет, когда такое цельное изделие. Здесь же наш фаршик будет маленькой такой котлеткой, он еще отдаст бульон. Но нам целостность внутри хинкалина не так важна. Но вымешать все равно не помешает. И понемножку добавляем ледяную воду. Фарш должен быть очень жиденький. Я покажу, какой консистенции. Так, мы уже почти домешались. В принципе, примерно до такой консистенции. Где-то хлопнул, он колышется. Все, фарш замешал, теперь можно его убрать в холодильник хотя бы на полчасика, пока можно заняться тестом. Я хочу, чтобы у меня хинкальки были более-менее, плюс-минус одинаковыми, поэтому я сейчас через весы. Пока фарш охлаждается, доходит до своей нужной кондиции, можно заняться делом и нарезать тесто на будущие хинкальки. По поводу весов. Как по мне, идеальный хинкаль это где-то от 90 до 100 грамм. То есть я 50 грамм теста, 50 грамм муки. 45 грамм можно взять. Мало. Вот как я рассчитывал. 14 заготовочек. Скатаю небольшие шарики, уберу под пленку и начну лепить. Тут будет первым. Так, а я же не умею лепить, да? Вдруг вспомнил. Чуть-чуть, буквально совсем чуть-чуть муки на подпыл. По идее, она практически не нужна. Тесто не будет сильно прилипать к доске, столу. Сейчас увидите. Или не увидите. Одна из таких самых сложных вещей в приготовлении хинкали — это раскатывать это тесто. Тесто тугое. По-хорошему нужно еще какого-нибудь человека, который будет вместо вас их крутить, пока вы будете раскатывать. Потому что это самая трудоемкая часть в процессе лепки. Очень не помешал бы тестораскат. Если у вас есть он... Я опять же вам завидую. Я вообще не понимаю, если у вас есть тестораскат и тестомес, почему вы не едите хинкали каждый день. Тянется, упругая, плотная. Вообще отлично. Прозрачненько. Фарш постоял в холодильнике, уже готов, пора лепить. Я уже говорил, что люблю работать через весы. Я, конечно, предварительно взвешивал, сколько вот это. Я предварительно взвешивал ложку фарша, то есть это также 50 грамм. Поэтому берем лая, сочнем в центр фаршик. Не жалейте, себе ж делать. Поехали крутить. Не забывайте немножко подкручивать. Старайтесь побольше делать вот этих стежков, защипок.
Вот такая штучка. Chilling in the rain, you're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Я слепил штучек 6, и мне уже не терпится попробовать, поэтому я порцайчику себе сварю. У меня уже закипает вода. Да, вода уже закипела. Воду хорошенько посолите. Варить хинкали надо в большом объеме воды и небольшой загрузкой. То есть вот эти 6 штучек я сварю практически в 4-5 литрах кипящей воды. Слегка вот так подкручиваем и отправляем в плавание. Главное, чтобы он ко дну вот этой своей брюшком не пристал. Парашюты. То есть если он пристанет хвостиком, ничего страшного. А вот брюшко у него тоненькое, надо помешиваем. Подкручиваем. Всплывает. Варите ровно 10 минут. Постоянно помешивать нет необходимости, но следите, чтобы они не прилипли где-то к дну. Вот они почти готовы. Сейчас буквально через минуту буду доставать. Красавцы, посмотрите какие. Хорошенько поперчим. Никакого масла сверху не нужно. Как-то вот я где-то смотрел, кто-то добавляет. Мне кажется, в этом абсолютно никакой необходимости. Пробуем. Глядите, красавцы какие получились. Они еще горячие, но мне уже не терпится попробовать. О, это вообще без комментариев. Сочные, нежные. Не плачу. Вкусные. Кинза решает просто. Ребята, это стоит просто любых заморочек. Можно день даже лепить вот эти вот порцию, оно того стоит. Можно, конечно, сметанку добавить, но на меня потом в комментариях обрушить. Добавлю. Чуть-чуть внутрь. Я знаю, что так не положено, но я люблю. Это безумно вкусно. Подписывайтесь на канал. Если понравилось видео, ставьте лайки. Бейте в колокол. Mad Loft, что смотрели.